Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о 1 февраля, а это у нас день недели, вторник. Поговорим об энергетике этого дня, что нам ожидать, что несет нам этот день, на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы не привлечь проблемы и несчастья в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и нужной информации для вас. Числом этого дня выступает число 3, и это число будет означать, что в этот день энергии будут противоречивы между собой. Постоянно на протяжении всего дня будут проигрываться добро и зло. Например, доброта, агрессия, чистота, беспорядок, спокойствие, беспокойство. И именно такие энергии будут вас окружать в течение всего дня. Главным символом этого дня является роза, и этот символ сегодня означает, что в течение дня вам нужно быть очень внимательными, чтобы окружить себя нужными энергиями и привлечь к себе только то, что вам действительно нужно в вашей жизни. Также сегодня внимательно следите за своим окружением, не помогайте никому и не обращайте внимания на высказывания в свой адрес. Сегодня даже близкие люди могут по отношению к вам совершать неправильные и, возможно, даже нечестные поступки. Поэтому, проснувшись утром, сразу ни с кем не разговаривая, возьмите кусочек темной ткани и нарисуйте на нем розу. Затем возьмите белую свечу, подожгите, а от нее подпалите кусочек ткани и проговорите при этом следующие слова. Как этот кусочек темной ткани сгорает, так и я, темная энергия, от себя отдаляю, а только светлые оставляю, и на протяжении всего дня себя ними окружаю. Проделав это, заварите себе чашечку чая с лимоном и выпейте его с ложкой меда. Так вы привлечете к себе положительные энергии, и они в течение дня вам будут помогать. Если вы уже находитесь на работе и, соответственно, вы слушаете это видео, то в таком случае вместо ткани вы можете использовать маленький кусочек бумаги. Главное нарисовать, сказать и потом сжечь. Это очень важно. Сегодня настроение в течение целого дня будет также постоянно меняться. Поэтому, если у вас есть какие-то важные дела, оставьте их на другой день. Также не проводите сегодня и встречи, потому что все равно потратите только время, а результата нужного не получите. Также вы сегодня можете испортить отношения и с партнерами, потенциальными покупателями или инвесторами. Все сделанные, необдуманные сегодня поступки будут иметь сегодня серьезные последствия в будущем. Поэтому сегодня делайте только положительные поступки и сконцентрируйтесь на обыденных делах. Следите сегодня на работе за всем тем, что вы подписываете, печатаете или выдаете. Ведь ошибка, если ее допустить, приведет к серьезным неприятностям, которые затянутся на долгий период времени, и выйти из них будет совсем вам нелегко. Обращайте сегодня внимание на свою интуицию. Делайте в течение всего дня только то, что она будет вам подсказывать, потому что она сегодня более развита. Уделяйте ей внимание и прислушивайтесь. Воздержитесь 1 февраля от больших и дорогих покупок. Это сбережет ваши финансы и в дальнейшем не приведет к денежным потерям. А вот сумму денег, которую вы сегодня обнаружите в кармане, или купюру, которую найдете на улице или в транспорте, сразу потратьте. На одну монету с нее заговорите на прибавление денег. Она будет сильным денежным магнитом и быстро привлечет к вам поступление денег. Также сегодня проведите следующую практику. Возьмите свечу любого цвета, растопите кусочек от нее, а в растопленный воск киньте щепотку молотого лаврового листа и корицы.
капните 3 капли масла пачули или используйте другое масло, которое у вас есть, и положите туда монету и проговорите следующие слова. Денежный талисман обретаю, в сильных энергиях его купаю. Оболочкой денежной монету окутаю. Будет мне служить и денежную энергию в дом приводить. С этого момента проблем с деньгами не знаю, только денежные суммы каждый день новые обретаю. Эта сильная практика передалась нам еще от наших предков. Ее сохраняли на протяжении очень долгого периода времени. Ведь многие люди благодаря этой практике действительно смогли увеличить денежные потоки в свою жизнь и стали богаче. Уважаемые женщины, 1 февраля обязательно займитесь своим здоровьем. Обратите внимание на свои слабые места. Хорошо, если вы в течение этого дня попьете различные травы, купите укрепляющие витаминки. А вот мужчинам в этот день нужно свести общение со всеми к минимуму. В семье могут возникнуть разногласия, но, уважаемые мужчины, не реагируйте на них, старайтесь молчать, потому что вы таким образом не только сохраните свою положительную энергетику, но и не допустите серьезного конфликта, а это очень важно. Ну а для того, чтобы приумножить свое финансовое положение, возьмите купюру сегодня и попросите вам ее разменять. Но нужно так разменять, чтобы у вас вышло 3 купюры. То есть берем одну купюру, меняем на 3. И ту, которая будет самая маленькая, отдайте на благотворительность. Вторую положите в себе в кошелек, а третью прикрепите под подоконник. При этом скажите следующие волшебные слова. Энергия этого дня в купюры вошла, она отдала, ее приумножила, вторую в кошельке нажу и без денег никогда не останусь, а третью в доме оставляю и богатством ее наполняю. Проделав это, вы увидите, как ваши финансы начнут приумножаться. Но, пожалуйста, никому не рассказывайте, что стало для этого причиной. В этот день обязательно оденьте одежду кремового, персикового или фиолетового цветов. Если одежды такого цвета нет, возьмите ниточку такого цвета и привяжите ее к вашему кошельку. Это поможет направить силы энергии данного дня в нужное только для вас русло. А вот талисманом удачи на этот день должны быть такие камни. Рубин, который помогает обрести любовь и удержать крепкими семейные отношения. Также он сможет защитить от негатива различного рода, оберегает от сглаза и улучшает настроение. Далее это сапфир, который поможет своему владельцу добиться успеха во всех его делах, привлечь денежную энергию и приумножить деньги. А также камень, сапфир отбивает посылы порчи, притягивает то, о чем вы мечтали, возможно, долгое время. Обязательно используйте, друзья, эти знания, эти рекомендации, которые передались нам от наших предков. Используйте себе во благо, и они действительно помогут вам привлечь в течение всего дня только хорошую энергию, а плохую оставьте в стороне. Не совершайте поступки, действия, последствия которых, потому что потом вам будет тяжело избавиться и воспользоваться теми или иными практиками, которые действительно могут сделать вашу жизнь лучше. Кроме того, обращаю ваше внимание, что 1 февраля, в первый день месяца, у нас с вами еще 2 события. Первое событие – это новолуние, которое пройдет 8 часов 47 минут по московскому времени в знаке зодиака Водолей. Обращаем ваше внимание, что Водолей у нас отвечает с одной стороны за отношения между людьми, а с другой стороны отвечает за финансы, действия. Поэтому именно это новолуние откроет возможности людям в этих направлениях. Поэтому обязательно смотрите на подсказки от высших сил и от вселенных. И, конечно же, второе у нас событие – это китайский Новый год. Кто-то сейчас скажет, что это не наш праздник, не наша традиция и так далее. Но вы знаете, когда-то католическое Рождество мы тоже считали, что это не наша традиция. А сегодня мы уже многие люди, даже то, что люди не католики, они также уже отмечают католическое Рождество.
Но, кроме того, вы должны понимать, что этот день, дополнительный день, когда вы можете подключиться к эгрегору и привлечь в изобилие, благополучие и достаток в свою жизнь. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью для того, чтобы действительно вы еще раз, если что-то вы забыли, попросить или, возможно, где-то неправильно провели практику, еще раз попросить у высших сил благополучия, изобилия и достатка в свою жизнь. Друзья, вот такой у нас с вами прекраснейший день, особенный день 1 февраля. Обращаем внимание, он двойственный, но и благодаря этому он будет достаточно интересный для многих людей, поэтому держите ухо востро. Ну, а с вами, как всегда, был канал Друзья Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.